Доброго времени суток всем, с вами дядя Жорик, и это Масс Эффект. Когда встал вопрос, какую игру я буду проходить следующую, я решил, что это будет Масс Эффект, первый Масс Эффект. Я очень давно не играл в эту первую часть, играл только во вторую часть, в третью часть, для канала их записывал. Я могу даже много чего не помнить по этой игре, по первой части, тем интереснее будет проходить игру, первую часть, после того, как ты долго играл измененные версии этой части, последующие версии. Так, о настройках. Ну вот тут разрешение выше нету в игре разрешения, выставил максимальное. Ну вот хотелось мне найти новую игру, чтобы пройти для канала новую какую-нибудь игру. Ну, не нашел достойной игры из современных игр. Поэтому вот опять старая игра у меня будет. Но она очень достойная. Так. Звук. Ну, музыку убрал совсем. Зачем она вообще нужна, эта музыка? Вот управление вот какое, смотрите. Возврат на Нормандию. Во второй части вот проблемы с возвратом на Нормандию. По-моему, и в третьей части тоже. Иногда нельзя вернуться на Нормандию, надо дверь искать. Но здесь проблем не было в первой части. Ну, тут выше сложности нету, недоступно пока, трудный. Автораспределение выключено, конечно же. Надо героям навыки давать, какие хочешь. Точность автоприцеливания надо делать высокую, иначе игра вам будет мешать целиться. Только высокую. Вообще странная опция такая. Включено, пусть использует умения, конечно, пусть полностью использует субтитры, да, автосохранение, да. Ну, обучение можно включить, я его выключил, чтобы не мешало. Начну новую игру, конечно же. Welcome to Alliance Military Database. Classified information requested. Establishing secure connection. Secure connection confirmed. Ну, Джон Шепард, надо новые данные ввести, иначе будет солдат. Ну, мужского персонажа. Please log in to access your profile. Warning, data corruption detected. Please reconstruct profile. Confirm pre-service history. Ну, я буду увеличивать красную полоску, полоску ренегата, поэтому, ну, надо что-то такое жестокое. Ну, пусть будет колонист. Confirm psychological profile. Ну, безжалостный. Confirm military specialization. Вот в последующих частях игры, в Масс Эффектах последующих, вот это все имеет значение. В этой части не так важно, как мне кажется, что вы выбираете. Я выберу, наверное, штурмовика, потому что у него есть дробовик. А дробовик, он хорош против хасков, отбрасывает их. Ну, когда появится набор спектра, думаю, что он доступен будет всем. Ну, как все оружия из этого набора, наверное, будут доступны всем.
Ну, я когда проходил когда-то, годы и годы назад, я проходил эту игру, я играл за стража, помню, играл за. Кстати, разведчик в этой игре бесполезен, потому что снайперка, ее негде применять, ближний бой все время, да и прокачивать ее очень долго. Она дрожит, то есть разведчик тут бесполезен. Ну, за солдата, наверное, проще всего играть. Может, даже во всех частях игры за солдата проще всего играть. Но мне не интересно, когда просто. Я те две части прошел разведчиком. Ну, здесь за кого? Давай пройду за штурмовика. Confirm facial identification. У него дробовик есть. Profile reconstruction complete. И кое-где дробовик сильно понадобится. Identification confirmed. Well, what about Shepard? He grew up in the colonies. He knows how tough life can be out there. His parents were killed when slaves attacked Minwar. He got most of his unit killed on Torfin. He gets the job done, no matter what the cost. Is that the kind of person we want protecting the galaxy? Yes. That's the only kind of person who can protect the galaxy. I'll make the call. I will make the call. Я приму решение. То есть он потерял своих людей всех, но все-таки победил врага. С остатками какими-то он врага победил. Это очень непросто сделать. Да, давно я не играл в эту игру, Масс Эффект первый. Посмотрю, что у меня будут за ощущения после второй, третьей части. Thrusters, check. Navigation, check. Internal mission sync engaged. All systems online. Drift, just under 1500K. 1500 is good. Your captain will be pleased. I hate that guy. Nihilus gave you a compliment, so you hate him. You remember to zip up your jumpsuit on the way out of the bathroom? That's good. I just jumped us halfway across the galaxy and hit a target the size of a pinhead, so that's incredible. Besides, Spectres are trouble. I don't like having them on board. Call me paranoid. You're paranoid. The Council helped fund this project. They have a right to send someone to keep an eye on their investment. Yeah, that is the official story. But only an idiot believes the official story. Ну, я буду прокачивать красную полоску редигата, поэтому я вынужден выбирать вот нижние реплики. Также, чтобы вы знали, верхние реплики, вот верхняя, вот средняя, вот нижняя, верхняя, они всегда положительные для того, с кем вы разговариваете. Да, они для него хорошие, положительные, позитивные, хвалят его, соглашаются с ним, вот такие вот. Средние, нейтральные. Нижние всегда это какой-то вызов,
какая-то критика того, с кем вы говорите, недоверие к нему, угроза. То есть вы все поняли. И я вот выбираю нижнюю. Всегда я качал красную полоску в этой серии даже вот во всей серии. That's enough. You're soldiers. Act like it. Sorry, Commander. Joker, status report. Just cleared the mass relay, Captain. Stealth systems engaged. Everything looks solid. Good. Find a comm buoy and link us into the network. I want mission reports relayed back to Alliance Brass before we reach G Prime. Aye, Captain. Better brace yourself, sir. I think Niles is headed your way. He's already here, Lieutenant. Tell Commander Shepard to meet me in the comm room for a debriefing. You get that, Commander? И я качаю красную полоску так. Почему? Потому что если не качать конкретно одну из полосок, или красную, или синюю, вам не будут доступны реплики такого цвета, красного или синего цвета. И некоторые из них очень высокого уровня. То есть требуется очень сильно прокачанная или ренегат, или парагон, то есть или красная полоска, или синяя, требуется очень большая прокачка. Поэтому надо всегда качать только одну из них. И не нажимать среднюю, потому что если вы среднюю нажимаете, вы не получите ни красного, ни синего. Great. You pissed the captain off and now I'm going to pay for it. Don't blame me. И вот, Captain's always in a bad mood. Only when he's talking to you, Joker. и вот скажите мне, чем графика во второй и третьей части лучше, чем вот в первой части графика? Посмотрите, какая графика, какая сочная, яркая. По-моему, графика второй, третьей части менее красивая, вот тут, что бы это ни значило, менее красивая, чем вот в первой части. Вы еще увидите это. The captain's waiting for you in the comm room, Commander. You probably don't want to keep the captain waiting, Commander. Во второй части, помню, вот здесь герой мог застревать, Шепард вот тут мог застревать, приходилось перезагружать, тут этого не было, в первой части этого не было. Ну, тоже Нормандия, я имею в виду, конечно, это же место около Джокера. Около Джокера. Чем отличается первая часть от последующих частей? Главное отличие в том, что боевка в них улучшена, РПГ-система, боевка в последующих частях улучшена. А как игра в целом, конечно же, лучше первая часть, потому что это полноценная РПГ. Есть магазины, где вы можете покупать, продавать, богатеть, следовательно. Покупать лучший инвентарь, броню покупать лучше. Вот смотрите, вашу броню вы вот так вот можете улучшать. Вот сюда вы здоровье, регенерацию жизни вставить одну, потом вторая появится тоже. Смотря какая броня. Оружие можете улучшать тоже. Видите, 2 улучшения у каждого оружия. А может даже и больше, я уж точно не помню. Ну, помню, что у брони 2 улучшения. То есть Масс Эффект — это вот оригинальная игра, первая игра, она всегда чем-то лучше, чем последующие игры. Потому что разработчики, когда хотят выделиться, они первую игру создают отличную, выкладываются по полной. А уже потом продолжение уже хуже. Или копируют, или хуже. Понимаете, в чем дело? То есть Масс Эффект, вот, может даже я зря не прошел для канала Масс Эффект первый прям. Ну вот так получилось. Тем интереснее мне будет проходить ее спустя столько лет и после многолетней игры в последующие 2 части. Тем интереснее мне будет проходить, вспоминать, все привыкать, сравнивать. Congratulations, Commander. Looks like we had a smooth run. You heading down to see the captain? Sounds like you don't trust our Turian guest. Sorry, Commander. Just having a chat with Adams down at engineering. I didn't mean to cause any trouble. But you have to admit, something's odd about this mission. The whole crew feels it. You think the Alliance brass is holding out on us? If all we're supposed to do is test out the stealth system, why is Captain Anderson in charge? And then there's Nihilus. Spectres are elite operatives, top covert agents. Why send a Spectre, a Turian Spectre, on a shakedown run? It doesn't add up.
What do you know about the stealth systems? I just know it masks our location from scans and sensors. Cutting-edge technology. The Normandy's the only ship with this prototype drive. But why are we fully staffed? A skeleton crew would be cheaper, less chance of security leaks too. Plus there's Nihilus. It's pretty obvious this shakedown run is just a cover. Ну, это, конечно, я не буду все проведывать. Info's on a need-to-know basis, Presley. Just follow the orders you're given. Understood, Commander. I grew up on Eden Prime, Doc. It's not the kind of place Spectres visit. There's something Nihilus isn't telling us about this mission. That's crazy. The captain's in charge here. He wouldn't take orders from a Spectre. Not his choice, Doc. Spectres don't answer to anyone. They can do whatever they want. Kill anyone who gets in their way. Oh, you watch too many spy vids, Jenkins. Ну вот и чем эта Нормандия хуже последующих Нормандий в других частях? Ну чем она хуже? Не знаю, чем она хуже. Такая же, даже красивее. Вот когда я первый раз в жизни играл в Масс Эффект 1, то есть я был в шоке. Вот игра меня шокировала всем. Герой какой-то вот не такой, трепыхается туда-сюда. Диалоги какие-то, ну, никогда еще игры не видел, где надо выбирать из многих диалогов. Еще в этой игре диалоги сложные. Сразу не разберешься. Справа три опции, слева 2 опции. То есть не разберешься сразу. Особенно меня напрягло, знаете, что вот это вот. Вернее, не вот это вот, а вот это вот. Навыки. Вот эти навыки меня напрягли сильно. Кстати, и вот я из-за этого, то, что игра мне показалась совсем какой-то чуждой мне, совсем, я ее бросил играть. И потом, только спустя годы, я ее прошел с этого же диска. Кстати, вот эта игра, это с диска я играю. Диск, который у меня лежит много лет. И, кстати, это самая первая версия игры, по всей вероятности. Там баги есть, тоже их увидите. Так, вот это вот как связано с этим? Отступник, герой. Наверное, вот это связано с ними. Обаяние, устрашение с отступником, обаяние с героем. Видите, я выбирал какие-то реплики правильные, и у меня чуть выросло отступник. Но надо сюда выбирать. Вот это выбирать надо. Все, выбрал. Хорошо. То есть вот я пытался разобраться с этими вот навыками. Ну, забросил я тогда игру и все. Я тогда игру забросил. Вот это вот все можно даже не смотреть. Можно даже не смотреть. Вот это все. Кодексы, все это. Даже можно и не смотреть. Инвентарь в игре есть. В последующих частях его нет. Вот сюда все штурмовые винтовки будут сюда добавляться, которые вы поднимете. Дробовики, пистолеты, снайперки, гранаты, биосилители, броня. Вот посмотрите, какое милое дело. Вот броня, вот защита от физического урона, щиты, защита от тех биоурона. Но щиты в этой игре это что-то такое отдельно от брони вашей. Вот эта броня ваша 5. Это то, что сбивают. Вначале это получают урон. Щиты вначале получают урон. Потом уже сюда приходит урон. То есть врагов вы убиваете, и весь их инвентарь переходит к вам автоматически. То есть вы не должны все подбирать, поднимать. Все автоматически оказывается тут. Оружие, кстати, у Шепарда без боеприпасов в первой части. То есть боеприпасы в этой игре первой части вам не нужны совершенно. Вот совершенно вам не нужны боеприпасы. Но оружие, правда, перегревается, и оно может заедать. Тогда надо сохранить и перезагрузить игру, и оно снова будет нормально действовать. А то перегрев не устранится. И вот во второй, третьей части все вот это великолепие разработчики убрали. Все это порезали. Все это порезали. Ни инвентаря нету, ни магазинов, в которых можно купить. Кстати, в магазинах есть нормальные, в них можно покупать, продавать. Улучшите свою броню 2 этими регенерациями жизни, вас вообще никто не убьет. То есть вот это все они порезали. Все усложнили. В последующих частях. What do you think, Commander? We won't be staying on Eden Prime too long, will we? I'm itching for some real action. I sincerely hope you're kidding, Corporal.
Your real action usually ends with me patching up crew members in the infirmary. Она говорит, конечно, правильно, но я выбираю нижнюю реплику. Marines are meant to fight. You just fix us up when we're done. I know how things work, Commander. I've seen my share of combat, but it's foolish to go looking for trouble. You could both take a lesson from the captain. He's not afraid of combat, but he knows the value of restraint, too. Sorry, Doc, but this waiting's killing me. I've never been on a mission like this before, not one with a Spectre on board. What can you tell me about Nihilus? Turians are generally well respected by the other species. Their fleet has more patrols protecting Citadel space than any other. They don't always get on well with us, though. Some people find them too rigid. Others still blame them for the First Contact War. As for Nihilus, I haven't said more than 2 words to him. He usually only speaks to the captain. I heard Nihilus once took down an entire enemy platoon all by himself. Man, I can't believe I'm on a mission with an actual Spectre. Масс Эффект — это сериал такой с огромной легендой. То есть за игрой большой такой вот бэкграунд, большая история. Вот первый контакт — это когда люди впервые нашли вот эти все расы, Цитадель нашли, вот у них был бой с турианцами, вот война первого контакта. То есть история вот эта вот легенда игры, она очень интересна. Она будет сопровождать вас во всех частях. Будете узнавать и узнавать все больше и больше. What do you know about the Spectres? Only what I've heard. Spectre agents work directly for the Citadel Council. They usually work alone or in small groups. Spectres don't have any official power, though. Basically, they're a shadow organization with a mandate to preserve and protect galactic stability. Protect it at any cost. Don't forget that part. Spectres operate above the law. How do you control agents with unlimited power? I suppose the Council could revoke the Spectre status of an agent who got out of hand. At that point, Citadel Security Services would take over. Those C-Sec grunts wouldn't stand a chance. The Spectres were 20 ordinary soldiers. The Spectres police themselves. An agent goes rogue, they send another agent to take him down. That's Spectre justice. The Corporal's confusing romantic legends with reality, Commander. Why don't we have any of our own people in there? Spectres usually come from the Council races, like the Turians. We've been trying to get a human accepted into their ranks for years now. So far, it hasn't happened. Hey, Commander, you'd make a good Spectre. What you did on Torfin, that's what they're looking for. Success at any cost, ruthless efficiency, show no mercy. Я не чудовище. Sounds like my kind of job. This is all just wild speculation. The Spectres aren't interested in recruiting humans, no matter how capable. You're from Eden Prime, aren't you, Jenkins? What's it like? It's very peaceful, Commander. They've been real careful with development so you don't have any city noise or pollution. My parents lived on the outskirts of the colony. At night, I used to climb this big hill and stare across the fields back at the lights from the main settlement. It was gorgeous. But when I got older, I realized it was a little too calm and quiet for me. That's why I joined the Alliance. Even Paradise gets boring after a while. Any idea why Eden Prime was chosen as our destination? Not really sure, Commander. Eden Prime's one of our most stable colonies. Good place to take the Normandy for a shakedown run, I guess. No real danger there. There's gotta be something else going on. We've got a Spectre on board. That's why I'm so wound up. I can't wait for the real mission to start. Do your job, follow my orders, and there won't be any problems. Easy for you to say. You proved yourself on Torfin. Everybody knows what you can do. This is my big chance. I need to show the brass what I can do. This mission isn't about personal glory, Corporal. We have a job to do. Don't do anything stupid to mess it up. Don't worry, sir. I'm not gonna screw this up. Это ему не поможет, к сожалению. The captain's waiting for me. Goodbye, Commander. Это предостережение своего отступника мы получили. +2. Sir? Yes, Commander. Is there something you need? The captain's waiting for me. Goodbye, Commander.
Вот во всех трех частях игры есть вот этот корабль нормальный. И выглядит он примерно так же. Только вот назначение всех этих вот дверей, оно разное. Commander Shepard, I was hoping you'd get here first. It will give us a chance to talk. What about? I'm interested in this world we're going to, Eden Prime. I've heard it's quite beautiful. I'm a Marine, not some tourist on vacation. It's more than just a tourist destination, isn't it, Shepard? Eden Prime is a symbol of your people. A perfect little world on the edges of your territory. Proof that humanity can not only establish colonies across the galaxy, but also protect them. But how safe is it really? Ну, делаю все для красной полоски. Are you trying to scare me, Spectre? Your people are still newcomers, Shepard. The galaxy can be a very dangerous place. Is the Alliance truly ready for this? I think it's about time we told the commander what's really going on. This mission is far more than a simple shakedown run. I already figured that out. We're making a covert pickup on Eden Prime. That's why we needed the stealth systems operational. There must be a reason you didn't tell me about this, sir. This comes down from the top, Commander. Information strictly on a need-to-know basis. A research team on Eden Prime unearthed some kind of beacon during an excavation. It was Prothean. I thought the Protheans vanished 50,000 years ago. Their legacy still remains. The mass relays, the Citadel, our ship drives. It's all based on Prothean technology. This is big, Shepard. The last time humanity made a discovery like this, it jumped our technology forward 200 years. But Eden Prime doesn't have the facilities to handle something like this. We need to bring the beacon back to the Citadel for proper study. Obviously, this goes beyond mere human interests, Commander. This discovery could affect every species in Council space. Why didn't we keep the beacon for ourselves? You humans don't have the best reputation. Some species see you as selfish, too unpredictable, too independent, even dangerous. Sharing that beacon will improve relations with the Council. Plus, we need their scientific expertise. They know more about the Protheans than we do. The beacon's not the only reason I'm here, Shepard. Nihilus wants to see you in action, Commander. He's here to evaluate you. Since when do we answer to the Spectres? You're smart enough to know how things work, Commander. The Alliance has been pushing for this for a long time. Humanity wants a larger role in shaping interstellar policy. We want more say with the Citadel Council. The Spectres represent the Council's power and authority. If they accept a human into their ranks, it shows how far the Alliance has come. I was impressed when I studied the reports from Torfan. A grim business, but you got the job done. That's why I put your name forward as a candidate for the Spectres. И во всех трех частях игры очень много разговоров. Разговоры. Why would a Turian want a human in the Spectres? Not all Turians resent humanity. Some of us see the potential of your species. We see what you have to offer to the rest of the galaxy, and to the Spectres. We are an elite group. It's rare to find an individual with the skills we seek. I don't care that you're human, Shepard. I only care that you can do the job. I don't like people making decisions about my future. This isn't about you, Shepard. Humanity needs this. We're counting on you. I need to see your skills for myself, Commander. Eden Prime will be the first of several missions together. You'll be in charge of the ground team. Secure the beacon and get it onto the ship ASAP. Nihilus will accompany you to observe the mission. What do you know about the Protheans? Just what they taught us in school. They were a technologically advanced species that ruled the galaxy 50,000 years ago. Then they vanished. Nobody really knows how or why, though I've heard plenty of theories. But everyone agrees, galactic civilization wouldn't exist without them. Their Citadel is the very heart of galactic society, and without their mass relays, interstellar travel would be impossible. We all owe the Protheans a great debt. I'd like to know more about Eden Prime before we touch down. It's a peaceful farming world, but it represents something much bigger.
Eden Prime is one of our oldest and most successful colonies. It proved we were ready to face the challenges of settling new worlds, to forge a place for humanity beyond Earth. It symbolizes humanity's growth and evolution as a spacefaring species. And after this, it will be known as the world where humans made a discovery of galactic importance. Why is this beacon so important? All advanced galactic civilization is based on Prothean technology, even yours. If we hadn't discovered those Prothean ruins buried on Mars, we'd still be stuck on Earth. That was just a small data cache. Who knows what we can learn from this beacon? What if it's a weapons archive? We can't let it fall into the wrong hands. Like who? The Attican Traverse isn't the most stable sector of Citadel space. There are plenty of raiders and criminal groups active in the region. They might figure a Prothean beacon is worth the risk of attacking an Alliance ship. Plus, Eden Prime is right on the border of the Terminus systems. The Attican Traverse is under Citadel protection. If the Terminus systems attack, it's an act of war. Technically, yes. But some of the species in the Terminus might be willing to start a war over this. The last thing the Council wants is to get dragged into a major conflict with the Terminus systems. We have to keep this low-key. Just give the word, Captain. We should be getting close to Eden. Captain, we got a problem. What's wrong, Joker? Transmission from Eden Prime, sir. You better see this. Bring it up on screen. Get down! We are under attack, taking heavy casualties. I repeat, heavy casualties. We can't. Get evac. They came out of nowhere. We need. Everything cuts out after that. No comm traffic at all. Just goes dead. There's nothing. Reverse and hold at 38.5. Status report. 17 minutes out, Captain. No other Alliance ships in the area. Take us in, Joker, fast and quiet. This mission just got a lot more complicated. A small strike team can move quickly without drawing attention. It's our best chance to secure the beacon. Grab your gear and meet us in the cargo hold. Tell Alenko and Jenkins to suit up, Commander. You're going in. Engaging stealth systems. Somebody was doing some serious digging here, Captain. Your team's the muscle in this operation, Commander. Go in heavy and head straight for the dig site. What about survivors, Captain? Helping survivors is a secondary objective. The beacon's your top priority. Approaching drop point 1. Nihilus, you coming with us? I move faster on my own. Nihilus will scout out ahead. He'll feed you status reports throughout the mission. Otherwise, I want radio silence. I don't like putting my life in the hands of a Turian, sir. Nihilus is on our side. He wants you in the Spectres, and he wants that beacon. We've got his back, Captain. The mission's yours now, Shepard. Good luck! We are approaching drop point 2. This place got hit hard, Commander. Hostiles everywhere. You're guard up. What happened here? Smells like smoke and death. Знаете, вот чем дольше играю в эту игру, ну еще почти ничего не играл, тем больше я думаю, что она ничем не хуже последующих частей. Вторая и третья часть игры, они ни в коей мере не делают первую часть неактуальной.
это скорее первая часть. Вот эта вот игра делает их неактуальными, потому что это оригинал со всеми своими качествами, которых обычно не бывает у копий. Оригинал, как известно, всегда лучше копии. What the hell are those? Gas bags. Don't worry, they're harmless. Пузырь это бабл, да. Подбираем весь лут. Вот тут лут есть. Вот я помню, вот я играл в игру давно, все равно я помню много чего. Много чего помню. Oh God, what happened here? Так. Ну, Кайдену что? Что Кайдену? У Шепарда нету дешифровки, вот этих вот у него нету. Кайден Аленко, это наверняка канадский украинец, который бежал от советской власти. Ну, во времена революции, вот тогда много украинцев переехало в Канаду. Вот один из них, потомок. В далеком будущем, так сказать. Вот я не помню, то ли электроника это хакать, вот все эти двери, там все, сундуки, или дешифровку, не помню. Я не помню. Страшно. Бросок. Давай барьер дадим ему, что ли. Ну, Дженкинсу я ничего давать не буду, ребята. Потому что он сейчас помрет и все. Вообще странно очень. Два таких персонажа. Дженкинс, Найлус. Особенно Найлус, конечно, харизматичен. И вот так их убивают сразу. Eden Prime will never be the same again. Eden Prime will never be the same again. И вот так сразу их разработчики убивают. Ну, несправедливо. Несправедливо. Ух ты, сейчас меня замочат. Area secure. Area secure. Территория безопасно, или как говорят по-русски, все чисто, да, все чисто. Ripped right through his shields. Never had a chance. Ну, Кайден такой, знаете, вот добрый персонаж, что он во всех частях игры, вот 3 частях игры, вот где есть, он везде добрый. А я злой, а я везде злой. Leave him. We need to finish the mission. Aye, sir. Потому что мне нужно качать парагона. Вот в этой части, в первой части игры, герой автоматически ко всему приклеивается, но в первой части вот укрывательство
укрывательство, оно не так актуально, как во второй, третьей части. Оно не так актуально. Здесь вас не так убивают жестоко, как потом. Как в других частях вас не так жестоко убивают. Вот такая вот. Вот такая вот жестокая расправа была над вот этими летающими штуковинами. И потом Найлус заговорил. Найлус скоро тебя убьют. Береги себя, Найлус. Вот такие плохие разработчики, что убили такого героя Найлуса. Ну разве они хорошие? Конечно, они плохие. Зачем убили Найлуса? I smell trouble. Ну, присесть. И, кстати, в этой части, вот в первой части, Шепард, он может приседать. Видите, он приседает. А в других частях он приседать не может. То есть порезки, еще раз порезки. Все порезали, магазины порезали, инвентарь порезали. Все на свете порезали. Такие нехорошие разработчики. Редиски. Такие вот редиски. Так, Хайден, может быть, вылечишь? Так, Хайден. Первая помощь. Первая помощь у него нету даже это. Так, первая помощь, да. Так, ну-ка давай-ка, Кайден, вылечи-ка нас. Дружище Кайден. Это что такое? Саботаж, бросок. Саботаж, бросок. Панацелина типа нету, да? Типа нет панацелина. Да, есть вроде бы панацелин. Так, где-то вот здесь лут был. Вот настолько я хорошо помню игру, что хоть и столько лет не играл в нее, но помню, да. Где-то здесь слева есть лут. Вон он. Так, здесь не видно, сколько у нас аптечек вот в этом меню, а в последующих частях это видно, сколько аптечек. А вот и геты. Все. Ну, пойдем вот там возьмем лут. Посмотрите, какая сочная, красивая графика. Какая красивая графика.
Gunnery Chief Ashley Williams of the 212. You the one in charge here, sir? Ну, вот это добрые всякие эти вот опции. Верхняя добрая, это злая, это нейтральная. Выбираю злую. I need a status report, now. Oh man. We were patrolling the perimeter when the attack hit. We tried to get off a distress call, but they cut off our communications. I've been fighting for my life ever since. Where's the rest of your squad? We tried to double back to the beacon, but we walked into an ambush. I don't think any of the others... I think I'm the only one left. You just left the rest of your unit behind to die? We held our position as long as we could. The Geth overwhelmed us. The Geth haven't been seen outside the Veil in nearly 200 years. Why are they here now? They must have come for the beacon. The dig site is close, just over that rise. It might still be there. Lieutenant Alenko and I will take care of this. Let me come with you, sir. The Geth slaughtered my unit. Give me a chance to get even. She knows the area, Commander, and we could use the extra firepower. Ее нельзя оставить, смотрите, ее нельзя оставить. Just don't forget who's in charge. Understood, Commander. You give the orders and I'll follow them. Майлз, это все не хочется мне осматривать. Have you seen a Turian Spectre around here? There aren't any Turians on Eden Prime, none that I've ever met. Not sure I'd be able to tell if one was a Spectre anyway. If you saw this guy, you'd know. Carries enough firepower to wipe out a whole platoon. Luckily, he's on our side. Sorry, like I said, no Turians. Да, он есть on your side, but недолго. On your side, kinda. Describe what happened leading up to the attack. We were sent out a couple of nights ago from the main colony to secure the area. Seemed like a routine patrol, until the Geth hit us. We never knew they were coming. What happened to the researchers at the dig site? I don't know. They set up camp near the beacon. The 232 was with them. Maybe their unit fared better than mine. Move out. Вообще в Масс Эффектах надо все реплики надо просматривать. Абсолютно все. The beacon's at the far end of this trench. Вот тут они Enemy сейчас. contact! Вот справа внизу видно, что еще 3 штуки их есть. Кстати, давай-ка я поменяю тебе оружие. Почему бы вот ей не взять снайперку? Вот никогда, вот играя первую часть, по-моему, я никогда никому не менял оружие. Я не помню этого. Только во второй части стал я это делать. Почему бы не поменять оружие на снайперку, она больше урона будет наносить. Хотя тут будут эти вот сейчас, кажется, хаски. Так что я поменяю на дробовики. This is the dig site. The beacon was right here. It must have been moved. By who? Our side or the Geth? Hard to say. Maybe we'll know more after we check out the research camp. Let's get moving. Williams, where's the camp? It's just on the top of this ridge, up the ramps. Change of plans, Shepard. There's a small spaceport up ahead. I want to check it out. I'll wait for you there.
Да, тебя Сарен убьет все равно. Сарен тебя убьет. Сарен Артериус. Сарен Артериус тебя убьет. Так что можешь не звонить. Looks like they hit the camp hard. It's a good place for an ambush. Keep your guard up. Oh God, they're still alive! What did the Geth do to them? Ну как наши дробовики будут? Смотрим на перегрев оружия, потому что если оно перегреется, только перезагрузив, вы сможете вернуть ему работоспособность вашему оружию. Так что у Шепарда есть. Что это такое? Бросок. Да, почему бы мне не поднять их? Почему мне их как бы не это самое, да? We thought this world was safe until the Geth showed up. We should move, Commander. Huh. That door, it's closed. Security lock's engaged. Открываем. О, елки-палки, а. Очень коварно. Очень коварно это. Humans, thank the Maker. Hurry! Close the door before they come back. How did you end up in this shed? We hid here during the attack. They must have come here for the beacon. Luckily, it wasn't here. It was moved to the spaceport earlier this morning. Manuel and I stayed behind to pack up the camp. When the attack came, the Marines held them off long enough for us to hide. They gave their lives to save us. No one is saved. The age of humanity is ended. Soon, only ruin and corpses will remain. Вот здесь можно получить много очков ренегата. What's wrong with your assistant? Manuel has a brilliant mind, but he's always been a bit unstable. Genius and madness are two sides of the same coin. Is it madness to see the future? To see the destruction rushing towards us? To understand there is no escape? No hope? No. I am not mad. I'm the only sane one left. I gave him an extra dose of his meds after the attack. Say goodnight, Manuel. You cannot silence the truth. My voice must be heard. Oh my God! What did you do? That might have been a little extreme, Commander. You can't just go around whacking people in the head. It was only a matter of time until he did something crazy and dangerous. I suppose you're right. By the time he wakes up, the meds will have kicked in. Williams, take us to the spaceport. Good luck, Commander. Получили своего отступника. 9 баллов. Стреляй в него, Найлс, стреляй. Saren. Ты зря его не убил. Зря ты его не убил. Nihilus.
This isn't your mission, Saren. What are you doing here? The Council thought you could use some help on this one. I wasn't expecting to find the Geth here. The situation's bad. Don't worry. I've got it under control. И он убил бедного Найлуса. What is that? Off in the distance. Ух ты. Shit! Look at the size of it! Корабль Геда. Так, надо бы на что? Надо убрать у них дробовики и дать им дальнее оружие, дальнобойное оружие надо им дать. А тут и эти есть, смотри. Мерзкие хаски. Мерзкие хуски. И тут хуски. Когда они погибают, они наносят урон. Они наносят урон по площади. Эти хуски. Теперь кто там? Где? Еще есть. Еще есть, да, все уже. Так, вот тут есть. Гражданский тут есть. Used to be beautiful here. Eden Prime will never be the same again. Eden Prime will never be the same again. Так. Выбрать момент надо и... Everybody stay calm out there. We're coming out, we're not armed. Is it safe? Are they gone? Nobody moves a muscle until we know who you are. Nice going, Cole. I told you we should have stayed hidden. It's okay. We're all on the same side here. We're just farmers. We've been hiding ever since that ship first showed up. Tell me everything you remember about the attack. The three of us were working the crops when that ship showed up. We just saw it and ran. I don't know what happened to the rest of the crew. They were by the garage, over near the spaceport, right where that ship came down. No way they survived. You don't know that. We survived. If they made it to the garage, they could have had a fighting chance. Там будет один чувак интересный. Надо как-то вот выйти на него, чтобы он был потом. Реплики выбирать. Do you know anything about the protein beacon they dug up? We're just farmers. We heard they found something out there, but it never really mattered to us. Not until now. What else can you tell me about the ship you saw? I was too busy running to get a clear look at it. I think it landed over near the spaceport. Tell them about the noise, Cole. That awful noise. It was emitting some kind of signal as it descended. It sounded like the shriek of the damned. Only it was coming from inside your own head. It was probably trying to block communications. Whatever it was, felt like it was tearing right through my skull. Almost made it impossible to think. I have to go. Все вроде. Cole, we're just a bunch of farmers. These guys are soldiers. Maybe we should give them the stuff. Jeez, Blake, you gotta learn when to shut up. If there's something you're not telling me. Some guys at the spaceport were running a small smuggling ring, nothing major. In exchange for a cut of the profits, we let them store packages in our sheds. You greedy bastard. You weren't running for your life. You were running to check on your merchandise. No, it's not like that. I just knew there were some packages here, something we could use. I found a pistol. Figured it would come in handy if those things came back. But
You'll probably get more use out of it than we will. Вот смотрите, моя вот эта красная полоска достаточно прокачана. Если бы она не была прокачана достаточно, тоже было бы серым. Вот это все, это тут синее, это синее должно быть. Оно синее не прокачано, но серое. И красное было бы тоже синее, и мне пришлось бы сказать спасибо или дайте мне. А я продолжаю. То есть вот это красное или синее, они дают дальнейший ход разговору. И дальнейшие разные подробности, нюансы, выгоды. I'm only gonna ask this once. Think long and hard before you lie to me again. Are you sure all you've got is one lousy pistol? No, wait, I just remembered. I just had it in my pocket. Might as well take that too. That's everything, really. Who's your contact at the spaceport, Cole? What's his name? He's not a bad guy. I don't want to get him in trouble. Besides, I'm not a snitch. Видишь, опять у нас достаточно высоко прокачан ренегат. Видите, красное есть. Would you rather be a snitch or a corpse? Powell. His name's Powell. No honor among thieves. That's all I know, really. So let's try to keep things friendly from here on in, okay? I have to go. Good luck. Получили своего парагона, получили какой-то лут и I came here to get away from the stress of living on Earth. еще что-то. We're just a small farming colony. Why did they attack us? You need something? I have to go. Good luck. И еще кое-что на того вот Пауэлла. Или Коул, или Пауэлл. Даже не понял. Низкий уровень навыка, я не понимаю. Низкий уровень навыка. Что это такое? Но у меня нет электроники. У меня нет электроники. Ну подождите, а Кайден? Вот у него электроника, у Кайдена. Да, вот у него электроника. А как на него выйти? Как на него выйти-то? Не понял. Подождите-ка. Вот и сюрприз. Наверное, надо просто у Оленка увеличить это дело. Наверное, не откроется все равно. Ну, электронику надо, это самое, да. Ну, теперь электроника. Электроника, значит, вот эти все штуки открывает электроника. Ага, и вот теперь, пожалуйста. Знаете, я сделаю сейв, а вдруг я провалю, я перезагружу тогда. Так, F5 нет. F6, видимо. В этой игре быстрое сохранение. Так. Кое-что имеется. Кое-чего имеется. Видите, как можно спускаться вниз. Не то, что во второй, третьей частях, где герой ходит только, где ему позволено ходить. Вот смотрите, сейчас вот вниз прыгнут. Вот отсюда, смотрите. Раз, и все. А во второй части и в третьей части вы не сможете вот так. Вы должны будете вот так все обойти, вот так. То есть порезали все. Одни порезки. Так, одни порезки. Что здесь, где здесь, не понял. Где это тот самый? Не понял.
Сейчас еще прикончат меня. Negative contact, Commander. Кайден, ну-ка на него вот это вот. Не хочет, да? Оружие, которое имеет бесконечный боезапас. Разве это плохо? Commander, it's not us. Панацелин. То есть играл-то я в игру давно, но вот кое-что помню. Вот я не помню, как улучшать в этой игре свой инвентарь. Ай, броню, как вот броня, да, вот броня. Вот сюда как-то правой кнопкой, что ли, нажимаешь, я не помню. Правой кнопкой нажимаешь, что-то. Так. А, подожди, а у меня улучшений просто нет. У меня же нет улучшений. Не улучшается, потому что нет улучшений. А я думал, что там аппараты какие-то, аппарат какой-то, наверное, есть. Но я не помню, что в первой части Масс Эффекта были тоже аппараты. Something's moving over behind those crates. Wait! Don't shoot! I'm one of you! I'm human! I like the way you hid behind those crates during the fight. Really helped us out. Thanks a lot. Me? But I'm just a dock worker. I don't even have a weapon. My name's Powell. I saw what happened to that Turian. The other one shot him. What the hell are you talking about? There were two Turians here. Your friend and another one he called Saren. I think they knew each other. Your friend seemed to relax. He let his guard down. And Saren killed him. Shot him right in the back. I'm just lucky he didn't see me behind the crates. We were told the Prothean beacon was brought to the spaceport. What happened to it? It's over on the other platform. Probably where that guy Saren was headed. He hopped on the cargo train right after he killed your friend. I knew that beacon was trouble. Everything's gone to hell since we found it. First that damn mothership showed up, then the attack. They killed everyone. Everyone! If I had been behind the crates, I'd be dead too. Tell me about the Geth attack. It was quick. 1 minute the ship was descending, the next. Those Geth were swarming over the platform, thousands of them. They must have been inside that mothership. They shot anything that moved. It was a massacre. Ну так уже тысячи были, не ври. Is there anything else you can tell me about the beacon? They brought it here this morning. We loaded it up onto the train and shipped it to the other platform. Hard to believe that was only a few hours ago. Feels like a whole other life. Tell me about this mothership you saw. I've never seen anything like it before. It was huge. Landed over near that platform. The whole place got dark as it came down. And it was making this noise, this sound that bored right into your brain. That's what woke me up. The attack came a few minutes later. You were sleeping? I thought you were working here on the docks. Sometimes I need a nap to get through my shift. I sneak off behind the crates to grab 40 winks where the supervisor can't find me. You survived because you're lazy? You ditch work. Then you cower back here and do nothing while the Geth butcher everyone else. I don't even have a gun. What was I supposed to do? Run out there and die? I couldn't save them. Nobody could. It was horrible. Your call's contact here on the docks. For the smuggling ring. What? No! I mean, what does it matter now? So I'm a smuggler, who cares? My supervisor's dead, the entire crew's dead. Doesn't matter now, does it?
Anything hidden nearby that we could use against the Geth? A shipment of grenades came through last week. Nobody notices if a few small pieces go missing from the military orders. You greedy son of a bitch! We're out here trying to protect your sorry ass, and all you think about is how you can rip us off? I never thought you'd actually need those grenades. Who'd want to attack Eden Prime? We're just a bunch of farmers. How was I supposed to know? Hand over those grenades. Now. They're yours. Take them. My smuggling days are over, I swear. И вот опять у нас есть возможность чего-то еще получить. Too many people died here for you to start jerking me around. Okay, alright. There was something else. Could be worth a fortune. Experimental technology, top of the line. Take it. I don't need it. I didn't want anyone to get hurt. Really, I'm sorry. We need to find that beacon before it's too late. Take the cargo train. That's where the other Turian went. I can't stay here. I need to get away from all this. Так. Как бы сейчас вот эти вот они не взорвали, которые... Вот эти емкости. Присел герой, видите, как он присел. Так и сдохнуть может. Шепард. Где вы? Кайден, ну-ка. Кайден, ну примени на него. Стрелять не можешь? Ну еще раз, давай-ка я применю на него. Шепард не хочет. Так, перегрузка его убила, да? Not bad. Not bad, but you are dead. Красивая графика, шикарная графика. Быть осторожным надо. Ну-ка давай-ка сюда, брат. Вот сюда. Как им приказать, чтобы они вниз пошли? Эти два деятеля.
черт его знает. Move it out. Take out those hostiles! Так. Так, его же Кайден. Майден. Вот эти вот опасные, большие. Они опасные. Так, у тебя снайперка. У него не снайперка. А чё Кайден? Что с тобой, Кайден? Почему ты заблокирован? Отбери снайперку. Чё это он заблокирован, Кайден-то? Разблокирован. Снайперку бери, красавица наша. Конечно же, Кайден лег. Так. Заблокированы, наверное, потому что у них щиты. У них щиты, наверное. Ну, Эшли явно мало что делает. Очень мало что делает. Нет, ну если напарники так мало помогают, зачем они нужны? Вот смотрите, она стреляет, стреляет. Убила, что ли? Убила, да, молодец. Кайден ожил, отступила. Не такая уже она бесполезная. Так. Ну что ж, двигаем дальше. Управление поездом. Поехали. Я сделаю маленький перерывчик и поеду. Так, что я хотел? Вот, хочу распределить вот тут. Вот это вот я увеличу. Ну, обаяние мне зачем, если я вот это качаю красное. Вот. Красное связано с устрашением, синее вот с обаянием, штурмовик. Ребят, если...
Защита от биотики и урон пистолетов и этих дробовиков. Барьер это. И блокирует урон. Барьер. Ну, вот эти вот тоже всякие многочисленные умения, вот эти тоже разбираться неохота. Всех их как-то не очень интересно применять. Ну, подъем можно изучить, тактическая броня. Ага, использовать среднюю броню. Вот она, средняя броня. Это хорошо, да, это хорошо. Среднюю броню можно будет использовать. Боевая подготовка. Урон в ближнем бою, урон от оружия. Прилив адреналина. Дробовики, пистолеты. Кайденаленко. В электронику, если вложить еще... щит увеличивает. Тут уже к самому хаканью всего это не имеет отношения. Медицина это что? Это урон врагам. То есть это не связано с аптечкой. Вот медицина. Не связано с медициной. С аптечкой не связано. Связано, да, связано. То есть вот здесь аптечка больше лечит вот в первой помощи, а здесь первая помощь быстрее восстанавливается. Барьер надо бы кайдено. Пусть будет у Кайдена барьер. Очков у него уже нет. У Шепарда столько очков. Интересно, вне боя можно это все перераспределять? Ну, распределять. Вне боя там на Нормандии. У Эшли тоже накопилось. Вот у Эшли здоровье на 10%. Ну вот это и надо сделать, конечно. Пистолет, дробовик, боевая броня, помощь. Ух ты, 4,5 единицы в секунду здоровье восстанавливает. Это неплохо. Помнится, у Крогана тоже такое же было. Вот в первом Масс Эффекте. Вот у воинов так и у Крогана так же. Тоже хорошо. То есть без аптечки у него регенерирует. Первая помощь. Первая помощь у него тоже есть. Боевая броня. Урон снижается. Столько навыков. Во второй части игры и в третьей их меньше навыков. Наверное, и играл я давно уже как-то. Некомфортно мне сейчас ориентироваться. Прямо сейчас. Ну, пока оставлю. Так, что тут дальше будет-то? Кайдена мало здоровья. Сейчас надо будет бомбы разряжать. Set the charges. Destroy the entire colony. Leave no evidence that we were here. Demolition charges. The Geth must have planted them. Hurry!
Hurry! We need to find them all and shut them down! Так. Я правильно иду хотя бы? Ладно. Бежит Шепард очень так вот, знаете, по-шепардовски. Вторая. Так, осталась одна. Кайдена все. Подлечимся. Подлечимся, Децл. Еще времени много. Тут нет уже гетов. Геты только потом. Somebody's gonna pay for this. Smells like smoke and death. Так, здесь будут эти хаски. Нехорошие хаски будут. Вот в игре есть инвентарь, лут, и как же это приятно. Что-то хаски. Есть хаски, вон он. Дробовики неплохо зачищают эти кровь. Так, теперь я что делаю? Я беру, Кайден взял. Кайден взял пистолет, видимо, из дробовика. Будут боеприпасы, которые позволят стрелять через вот эти щиты, насколько я могу припомнить сейчас. Все, зачистили мы их. Так, надо
Так, взяли. Собираем весь лут, как у нас вводится. Опять. Вот во второй части тоже дешифровка, а вот в третьей уже нету ее. Вот во второй части уже ее нет. А графика, конечно же, восхитительная. Так что вторая часть игры и третья часть игры и все части игры другие отдыхают, просто отдыхают. Первая часть красивее. Красивее, чем другие части, которые, казалось бы, должны были быть лучше. Так, тут еще был лут. Вот. И еще есть лут. Ну, в гель я буду перерабатывать, когда мне уже ничего не нужно будет, когда у меня уже все будет. Так, тут ничего нет. В игру я давно не играл, но вот помнится, знаете ли. Помню. Помню, все помню. Так, вот там еще вот. Так. Так. Все есть тут. Ну, я потом сделаю. Что-то стоящее уже попало к нему, уже можно улучшить. Ну, все, завершаю. И подойду вот так. My God. It's like someone dropped a bomb. That must be where the Geth ship landed. То есть подошли вот так вот и это активировалось. Красотища какая, посмотрите, какая графика. Normandy, the beacon is secure. This is amazing. Actual working Prothean technology. Unbelievable. It wasn't doing anything like that when they dug it up. Something must have activated it. Roger, Normandy. Standing by. Shepard! No, don't touch it. It's too dangerous. Да, почему-то обелиск сломался. Хотя при Сарене он не сломался. О, у них тут музоны. We identified the ship that touched down on Eden Prime. The Normandy, a human alliance vessel. It was under the command of Captain Anderson. They managed to save the colony. And the beacon. One of the humans may have used it. This human must be eliminated.
Doctor Chakwas, I think he's waking up. You had us worried there, Shepard. How are you feeling? Like the morning after shore leave. How long was I out? About 15 hours. Something happened down there with the beacon, I think. It's my fault. I must have triggered some kind of security field when I approached it. You had to push me out of the way. I expect better of my people, Williams. You endangered our entire mission. Don't be so hard on her, Commander. We have no idea if that's what actually set it off. Unfortunately, we'll never get the chance to find out. The beacon exploded. A system overload, maybe. The blast knocked you cold. The lieutenant and I carried you back here to the ship. I don't suppose it occurred to you that Eden Prime has medical facilities? Listen, you're better off in this infirmary than in any hospital on Eden Prime. Physically, you're fine. But I detected some unusual brain activity. Abnormal beta waves. I also noticed an increase in your rapid eye movement. Signs typically associated with intense dreaming. I saw... I'm not sure what I saw. Death? Destruction? Nothing's really clear. I'm going to add this to my report. It may... Oh, Captain Anderson. How's our EXO holding up, Doctor? All the readings look normal. I say the commander's going to be fine. Glad to hear it. Shepard, I need to speak with you. In private. Aye, Captain. I'll be in the mess if you need me. Sounds like that beacon hit you pretty hard, Commander. Are you sure you're okay? Intel dropped the ball, sir. We had no idea what we were walking into down there. That's why things went to hell. The Geth haven't been outside the Veil in 2 centuries, Commander. Nobody could have predicted this. I don't like soldiers dying under my command. Jenkins wasn't your fault. You did a good job, Shepard. Chief Williams isn't part of the Normandy crew. I figured we could use a soldier like her. She's been reassigned to the Normandy. Ну что тут выбрать? Что тут выбрать? I don't want her on my ship. I'm the captain of this ship, Commander, and I want Williams on our crew. You said you needed to see me in private, Captain? I won't lie to you, Shepard. Things look bad. Nihilus is dead. The beacon was destroyed and Geth are invading. The Council's going to want answers. The Council can kiss my ass. I won't let them blame me for losing the beacon. I didn't do anything wrong. I'll stand behind you and your report, Shepard. You're a damned hero in my books. That's not why I'm here. It's Saren, that other Turian. Saren's a Spectre, one of the best, a living legend. But if he's working with the Geth, it means he's gone rogue. A rogue Spectre's trouble. Saren's dangerous, and he hates humans. Why? He thinks we're growing too fast, taking over the galaxy. A lot of aliens think that way. Most of them don't do anything about it. But Saren has allied himself with the Geth. I don't know how, I don't know why. I only know it had something to do with that beacon. You were there just before that beacon self-destructed. Did you see anything? Any clue that might tell us what Saren was after? Just before I lost consciousness, I had some kind of vision. A vision? A vision of what? I saw synthetics. Geth, maybe. Slaughtering people. Butchering them. We need to report this to the Council, Shepard. They'll think I'm crazy. We don't know what information was stored in that beacon. Lost Prothean technology? Blueprints for some ancient weapon of mass destruction? Whatever it was. Saren took it. But I know Saren. I know his reputation is politics. He believes humans are a blight on the galaxy. This attack was an act of war. He has the secrets from the beacon.
He has an army of Geth at his command, and he won't stop until he's wiped humanity from the face of the galaxy. I'll find some way to take him down. It's not that easy. He's a Spectre. He can go anywhere, do almost anything. That's why we need the Council on our side. When have they ever done anything for humanity? If we expose Saren as a traitor, the Council will revoke his Spectre status. I'll contact the Ambassador and see if he can get us an audience with the Council. He'll want to see us as soon as we reach the Citadel. We should be getting close. Head up to the bridge and tell Joker to bring us into dock. Так, ну, наконец-то мы на Нормандии. Хочу осмотреть Нормандию из первого Масс Эффекта. Потому что я уже забыл, какая она. Подзабыл. Интересно, можно будет в дальнейшем пополнять также. Hey, Commander. Так. По-моему, если я поговорю с Кайденом, все зависнет. Или не в этот раз. Glad to see you're okay, Commander. Это не тот случай. Вот это каюта Шепарда в этой части игры, в первой части игры. Во второй части это каюта Миранды. И в третьей части это каюта Азарии. Лиары. Лиар это Сони. Go speak to Joker when you're ready. Tell him to bring the Normandy into dock. То есть во всех трех частях вот это, ну, тот же самый корабль, можно сказать. Тот же самый корабль. Хотя там другой будет потом. Yes, Commander? Is there something you need? How did you end up serving on an Alliance ship? I enlisted right out of med school. Earth always seemed boring to me. Too safe, too secure. I figured the colonies were teeming with exotic adventure. I wanted to travel the stars, tending the wounds of tough soldiers with piercing eyes and sensitive souls. Turns out military life isn't quite as romantic as I'd imagined. But humanity needs the Alliance if we want to keep expanding through the Traverse, and the Alliance always needs good doctors. So I stayed on to do my part. Piercing eyes and sensitive souls. Пронзительные взгляды и чувственные души. Ever think you made the wrong choice? Sometimes I think about opening a private practice back on Earth, or maybe taking a position at one of the new med centers out in the colonies. But there's something special about working on soldiers. If I left the Alliance now, I'd feel like I was abandoning them. What do you know about Captain Anderson? I've served with him for a few tours now. He knows when to let things slide and when to crack the whip. The crew knows he's seen pretty much anything they'll ever run into. And he cares about the people under his command. How well do you know the lieutenant? I'd never worked with him before this mission. But he has an impressive service record, over a dozen special commendations. Tends to keep to himself, though. Maybe because of the headaches. It's not easy being an L2. What does that have to do with it? Well, most biotics now use the L3 implants. Lieutenant Alenko was wired with the old L2 configuration. Sometimes there are complications. What kind of complications? Severe mental disabilities, insanity, crippling physical pain. There's a long list of horrific side effects. Caden's lucky. He just gets migraines. I should go. Goodbye, Commander. Так, давайте-ка поговорим с Эшли. After what happened to Jenkins, the crew could use some good news. They'll be glad to hear you're okay.
Что тут выбрать? Sounds like you're disappointed I survived. I never want to see anything bad happen to a fellow Marine commander. Let's just leave it at that. Вот если вот выберу вот эту реплику, то уже точно романа с ней не будет. Вот эту если выберу. То есть давить на нее дальше. Давай вот эту выберу. I think we got off on the wrong foot, Williams. Maybe we could start again. I'm not one to hold a grudge. I think we're all looking to put Eden Prime behind us. Things were pretty rough down there. Are you okay? I've seen friends die before. Comes with being a Marine. But to see my whole unit wiped out, and you never get used to seeing dead civilians. But things would have been a lot worse if you hadn't shown up. Опять вот эта плохая реплика. Я выберу хорошую. We couldn't have done it without you, Williams. Thanks, Commander. I have to admit, I was a little worried about being assigned to the Normandy. It's nice when someone makes you feel welcome. Теперь что тут выбрать? Everyone on this ship has to do his or her part, Williams. Remember that. Understood, sir. Два героя получили. Да, Нормандия, она немного поуютнее. В первой части она как-то поменьше, она как-то меньше. Так, лифт, да, лифт. Это лифт. Так, это лазарет. Ну, чуть опыта получил. Вот здесь был разговор с Найлусом. Ну, типа это... I'm glad you're okay, Commander. Losing Jenkins was hard enough on the crew. Почему это не открывается? Выходить отсюда буду. Good timing, Commander. I was just about to bring us into the Citadel. See that taxpayer money at work. Я не хотел, чтобы этот разговор был. Я хотел позже, чтобы это было. Ну ладно. Всего не помню, всего же не помню. Всех мелочей не помню. Look at the size of that ship. The Ascension, flagship of the Citadel fleet. Well, size isn't everything. Why so touchy, Joker? I'm just saying you need firepower too. Look at that monster! Its main gun could rip through the barriers in any ship in the Alliance fleet. Good thing it's on our side then. Citadel Control, this is SSV Normandy, requesting permission to land. Stand by for clearance, Normandy. Clearance granted. You may begin your approach. Transferring you to an Alliance operator. Roger, Alliance Tower. Normandy out. Normandy, this is Alliance Tower. Please proceed to Dock 422. This is an outrage! The Council would step in if the Geth attacked a Turian colony? The Turians don't found colonies on the borders of the Terminus systems, Ambassador. Humanity was well aware of the risks when you went into the Traverse. What about Saren?
You can't just ignore a rogue Spectre. I demand action! You don't get to make demands of the Council, Ambassador. Citadel Security is investigating your charges against Saren. We will discuss the CSEC findings at the hearing, not before. Captain Anderson, I see you brought half your crew with you. Just the ground team from Eden Prime, in case you had any questions. I have the mission reports. I assume they're accurate? They are. Sounds like you convinced the Council to give us an audience. They were not happy about it. Saren's their top agent. They don't like him being accused of treason. I'm not gonna sit on my ass just because the Council doesn't want to do anything. If they won't stop Saren, I will. Settle down, Commander. You've already done more than enough to jeopardize your candidacy for the Spectres. The mission on Eden Prime was a chance to prove you could get the job done. Instead, Nihilus ended up dead and the beacon was destroyed. That's Saren's fault, not his. Then we better hope the CSEC investigation turns up evidence to support our accusations. Otherwise, the Council might use this as an excuse to keep you out of the Spectres. Come with me, Captain. I want to go over a few things before the hearing. Shepard, you and the others can meet us at the Citadel Tower, top level. I'll make sure you have clearance to get in. And that's why I hate politicians. Да, уже эти политишины. Политишины. This place is a little too perfect. Like they're hiding something. Sure is peaceful here. Да, конечно, Цитадель первой части самая красивая из всех. Из всех частей она самая красивая. Опять это дешифровка. Заработали задание. Так, а как отсюда уйти? Я не помню, как отсюда. These allegations are very serious. I can't just... This is serious. My reputation is at stake. I spoke with the boss. Здесь есть на что поглядеть. Взять хотя бы торговцев. Как в любой нормальной игре, тут есть торговцы, у которых можно что-то купить, не то что вторая, третья части. Так, ну, наверное, это уже будет следующее мое видео. Следующее мое видео это будет. Красотища неимоверная. Welcome to the Presidium. Allow me to be your guide. Так. Начну играть потом прямо вот отсюда. Вот отсюда прям начну играть. Подряд буду играть. Так, какой сейв сделать? Быстрый или... Так, отряд. Я потом разберусь. Так, ну всем пока. Будьте здоровы, я продолжу.